Когда-то увидела в интернете интересную вышивку. Оказалось, это флорентийская вышивка Барджелло. Название происходит из серии стульев, найденных во дворце Барджелло во Флоренции. Это вышивка из вертикальных стежков в виде геометрического рисунка. Чаще всего стежок проходит через 4 ряда канвы со сдвигом следующего стежка на 2 ряда. Нитки объемные, в основном шерсть. Наконец я решила попробовать такой тип вышивки. Посмотрев в интернете много узоров, я выбрала такой. У меня много мулине, поэтому решила использовать его. Канва крупная и жесткая, игла, соответственно, тоже толстая. Я использовала этот рисунок за идею. После расчета рядов под мое изделие я сделала свою схему. Итак, у меня есть схема и необходимые материалы. Пучок мулине не разъединяю, а складываю вдвое. В результате в конце образуется петля. Ее мы и используем для закрепления. Если нить одинарная, надо использовать другой способ закрепки. У меня канва жесткая, поэтому не использую пяльцы. Если у вас мягкая канва, нужны пяльца, чтобы регулировать натяжение нити. Отсчитываем 4 ряда каймы и вводим иголку. Закрепляем нить. Следующий стежок вниз со смещением в 2 ряда. Опять отсчитываем 4 ряда. Так прокладываем 4 одинарных стежка вниз, затем 4 одинарных вверх, согласно схеме. Иголку подбирайте так, чтобы толщина нити соответствовала ушку иглы, но и игла по толщине легко проходила в канву и не приходилось применять силу при протягивании. Здесь я делаю стежок сверху вниз с лицевой стороны. Можно снизу вверх, но выбранный вами порядок надо соблюдать все время, иначе с изнаночной стороны будет неаккуратно. Если вы досмотрите видео до конца, то увидите различия в порядке вкалывания стежков сверху вниз или снизу вверх. Точками на схеме изображен повторяющийся участок узора. Подходя к краю вышивки, надо быть внимательным, так как край будет отсекать часть узора.
Дальше по схеме 2 стежка рядом. Смещение. Три стежка рядом. Четыре стежка рядом и так далее. Вышивая первую полосу, нужно быть внимательным. Здесь главное не ошибиться. Остальные ряды можно не смотреть на схему, а придерживаться рисунка предыдущего ряда. У меня осталась короткая нить. С изнаночной стороны я делаю небольшой узелок и протягиваю нить под стежками. Для надежности можно проложить нить в обратную сторону, пропустив один или несколько стежков. Я закончила вышивку. Она состоит из 2 частей. Из этого должна получиться косметичка. По поводу чередования цветов. У меня достаточно свободное чередование цветов. 3 относительно зеленых оттенка, 3 относительно оранжевых. Я даже попробовала меланжевую нитку. Меланжевая нитка сложена вдвое, дает не очень интересный эффект. Попробовала сложить 2 зеленых оттенка, тоже не очень хороший эффект. Вы можете чередовать цвета, например, в строгом выбранном вами порядке. Это обратная сторона вышивки. В начале ролика я обещала показать разницу в порядке прокладывания стежка сверху вниз или снизу вверх. Здесь был один порядок прокладывания стежка, а здесь противоположный порядок стежка. Мы видим, что с обратной стороны уклон стежка в разные стороны, хотя с лицевой стороны ничего не видно. Спасибо за просмотр, всем успехов!